которых я рассказываю. Возьмите, заклейте обычные очки так, чтобы была амбразурка 3 мм шириной. И носите, и ребенку одевайте, и это вылечит его глаза. Сейчас бесплатно совершенно выложил свой в прошлом платный семинар, который называется «Лечение глаз при помощи эзотерики». Послушайте там, что рассказываю, и применяйте. Это вылечит вам ваши глазки. Железные кольца. Если у человека проблемы со здоровьем, и он отекает, необходимо одеть железные кольца на мизинцы. И тогда отека не будет. В случае, если есть проблемы с деньгами, то можно один на мизинец, один на указательный палец. Невезение в любви, оба кольца на указательные пальцы. Или долги тоже оба на указательные пальцы. Железные кольца могут не магнититься. Главное, чтобы в их составе находилось железо. Эти кольца, которые я сделал, они сделаны из железа, хромировано. В нем находится хром и железо. Они не магнитятся. Тем не менее, они очень эффективно работают, если их одеть на палец. Допустим, у человека очень сильный отек. Можно вместо одного кольца одеть два. Или даже три. После этого отек спадет. Это проверено. Очень эффективно работает. Я поклонник такой магии. Мне она очень нравится. Кольца вы можете приобрести на нашем официальном сайте duiko.market или перейти в каталог атрибутики и приобрести себе железные кольца уже сейчас со скидкой. Итак, центром наших всех, пока вы отдыхаете, я буду говорить, центром наших всех сборок нашего тела являются определенные органы. Итак, мозг – это вершина нашей головы, ему принадлежит ум. При переизбытке у человека появляется спутанность сознания, при недостатке исчезновения мыслей, вытекания мозга. В случае, если мозг не получает энергии, у него появляется невозможность концентрации, что приводит к тому, что у мозга появляется, как проявляется вытекание мозга. Тибетская медицина говорит, что человек становится при вытекании мозга неаккуратным, человек становится, неаккуратность может проявляться в виде того, что он там может пахнуть плохо, не ухаживает за собой, может происходить в виде там, некрасивого поедания еды, может забывчивость быть, раздражительность, агрессивная форма, навязчивые идеи, там человек все время с кем-то может там ругаться, спорить, обвинять и так далее. Дальше сердце. Сердце приводит человека к тому, что у человека появляется бесчувственность или появляется импульсная агрессия. Мозгом управляет элемент золота. К мозгу принадлежат такие органы, как глаза, уши, гипофиз, вся нервная система, а также позвоночник. Управляет мозгом сульфат фосфора или сульфид фосфора. Далее. Питает мозг золото, управляет всей этой системой сульфид фосфора. Далее. Сердце. Питает сердце магний. В случае, если у сердца неправильно работает, у человека появляется апатия, агрессия, появляются претензии к окружающим людям, вредность, плаксивость, нервозность, перегрев сердца и недостаток. Сердцу необходим магний. В сердце входят следующие органы. Это кальций, это щитовидная железа, сосуды, кровь, поджелудочная железа. И питает сердце магний, питает сердце кремний, а питает всю систему сульфид селена. Далее, селезенка, третья система. Селезенка питает селезенку железо. Если селезенке не хватает энергии, у человека появляется тревожность. К селезенке относятся желудок, желудочный сок, лимфатическая система, поджелудочная железа, надпочечники и гормоны надпочечников.
систему селезенки лечит сульфид золота. Ну что, или сульфат золота. И одно и то же работает. На точку активации желчи, это очень важно. Активации желчи, она находится в углублении, боком буду показывать, в углублении, которое находится у нас в ладони, под ладонью, вернее, на запястье. Эта точка находится вот здесь, как бы вам показать. Вот она, видите, вот она. И на левой руке, и на правой руке, и на правой руке. Александр, спасибо большое, очень помогает. Берем вот так большим пальцем и начинаем на эту точку надавливать и руку поворачиваем к себе. Кстати, хочу сказать, если вашего ребенка в машине укачало, то вот эта точка, которая выпускает желчь, укачивает, потому что желчь перестает выделяться. Чтобы желчь выделялась и чтобы выделялась правильно, необходимо надавить на вот эту точку. Итак, поверните к себе и надавите сначала на одну точку. Делаем это на выдохе. Почему на выдохе? Чтобы желчь начала выходить. И также на другой руке. Руку при этом к себе поворачиваем. Ждем. Сейчас, если вы все правильно сделали, желчь начнет выходить и тут же начнет исчезать изжога, потому что изжога это застой желчи. Тут же появится желание кушать, потому что желчь выходит, у человека появляется желание кушать. Также выделение желчи приводит к тому, что у человека появляется желание бежать в туалет по-большому. То есть это активирует у человека точки, вернее активирует функциональную деятельность перистальтики толстого кишечника. Итак, первый способ избавиться от грибковых заболеваний на ногтях, ногах. Самый простой способ избавиться от грибков на ногтях — это сделать болтушку или болтанку. Первое, что необходимо сделать, необходимо взять сырое яйцо вместе с кожурой, я раньше об этом рассказывал, положить его в банку, залить уксусом, подержать в теплоте и в темноте 1 неделю, после чего в блендере это все измельчить и после чего смазывать места поражения грибком 1 раз в день перед сном. Делать это на протяжении 1 месяца, после чего грибок исчезает. Могу сказать, что данная болтанка или болтушка очень уникальна. Она помогает при псориазе, она очень эффективно действует как растирка при заболеваниях суставов. Также ее можно использовать даже при геморрое в виде вот такого намазывающего компонента. Внутрь ее принимать не стоит. Дальше. Второй рецепт, более, наверное, изысканный или более такой не всем подходящий, деревенский. Необходимо взять свежие фекалии, продукты дефекации коровы и смешать вместе с теплой мочой. После чего подогреть, ужас, да? Пить не нужно, слава богу, а вмакнуть туда и подержать в теплом виде руки, если есть грибки на руках, и ноги, если есть грибок на ногах. Подержать необходимо от 10 минут, ну и сколько сможете, так, чтобы оно было теплое. Как только остывает, можно доставать, вымывать с мылом, можно с дегтярным, можно с обычным. После чего одевать носки и не ходить ни в коем случае ни почему холодному уже. Таким образом грибковые инфекции с ног исчезают. Очень эффективный и первый вариант, ну как и странно, второй. Но второй менее эстетичен, знаете. Подходит ли какое-либо другое? Нет, не подходит. Я могу сказать, что моча красной коровы — это эффективное средство при лечении еще и таких уникальных, является помощником при лечении заболеваний, связанных с депигментацией кожи. То есть обмывание мочой красной коровы может убрать темные пигменты, светлые, отбелить кожу, ну и так далее. В общем, знаете, это не эстетично, но эффективно. Андрей Андреевич, скажите, какие самые лучшие средства или что кушать для того, чтобы быстро похудеть? Есть ли что-то? Конечно.
существует уникальный компонент, который сверхдоступный. Этот уникальный компонент называется зеленый высушенный чай. Берется зеленый чай, желательно такой чай, чтобы он был белее, чем зеленый. Не темнее зеленый порох, а светлее белый. То есть чем белее, тем быстрее. После этого заваривается этот зеленый чай и пьется в течение дня без сахара, особенно когда хочется кушать. И второй вариант естся в сухом виде. Четверть чайной ложки можно смешать с чем-нибудь, допустим, там, вплоть до того, что там с медом или, да, ничего страшного, можно с медом смешать. Можно смешать с маслом, там, с чем угодно, с кашкой какой-нибудь. Но обязательно, чтобы этот зеленый чай был в сухом виде, в порошке. Если принимать такой порошок зеленого чая, то человек очень быстро худеет, прям проверено. Также пить такой зеленый чай сорта белый. Он убирает холестерин, помогает избавиться от жиров, очень эффективен, очень быстро работает. Холестерин как снизить? Существует уникальный способ снизить холестерин. Для этого необходимо сделать пост, где во время такого поста на протяжении дня можно кушать только определенный ряд продуктов. Какие это продукты? Первый продукт называется грецкие орехи, второй продукт миндальные орехи и третий продукт это яблоки, желательно более кислые, чем более сладкие. Также на протяжении дня необходимо принимать зеленый чай. Если все это делать, и такой пост сделать, там, допустим, раз в неделю, вы один день посвящаете тому, что кушаете грецкие орехи на протяжении дня, миндальные орехи, а также яблочки, и пьете на протяжении дня зеленый чай, сколько захотите, то это уберет у вас холестерин. Очень проверенный способ, особенно с миндалем и грецкими орехами. Грецкие орехи, если их есть утром натощак, восстанавливают мозг, а миндальные орехи восстанавливают хрящевую ткань, а также опорно-двигательную систему. Очень-очень улучшают иммунитет. Могу сказать, что это поражающее имеет действие. Эдгар Кейси когда-то говорил: Олег, очень сильно болит голова, плохо себя чувствую. Нужно на голову одеть металлическое сито. Есть сито, оденьте на голову себе. Или другой вариант. Возьмите воду, вмакните руку и нарисуйте 9 крестов вот так от уха до уха и от затылка к колбу. Вот так. Это один крест, потом второй крест. И вот так 9 крестов. Нарисуйте 9 крестов, через минуту начнет плавно отпускать голову и перестанет болеть. У человека очень болят суставы, человек болеет артрозом, смотрите на зеленую бумажечку и представляете, будто весь человек снаружи и в середине заполнен ярким зеленым светом. Также очень лечат артрозы в случае, если просто смотреть на любое зеленое свечение. Если вам не хватает успеха в жизни, невезения, а также на вас никто не обращает внимания, ходите в зеленых футболках или в зеленых носках, также одевайте зеленые туфли. В случае, если это сделать, то жизнь очень изменяется. Хочется сразу же вспомнить о Гене Резницком. Способ выглядит следующим образом. Нужно стоя, оперевшись на стул, сделать 3 глубоких вдоха и выдоха легкими. Досчитать до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И сделать еще один очень глубокий вдох. Задержать дыхание и выдох. Так, чтобы закружилась голова. И в момент, когда будет закружиться голова, когда она закружится, в этот момент нужно предварительно подготовить теплую воду, которая должна быть налита в пол-литровую бутылку, стоя маленькими глотками, пока кружится голова, пить. Вот смотрите. Вот, у меня кружится голова. Начинаю пить. Перестала кружиться голова. Вновь начинаю дышать. Теперь глубокий вдох-выдох. Вновь кружится голова. Вновь начинаю пить. И так делать, пока не выпьется пол-литровая бутылочка воды.
Но обязательное условие, которое я сейчас нарушил. Все необходимо делать исключительно стоя. Почему? Когда вы делаете глубокие вдохи и выдохи, кровь, которая находится в кончиках сосудов, она начинает отходить, и еще более увеличивая ваше давление. Но в тот момент, когда человек делает вдох и задерживает дыхание, то его сосуды расширяются вместе с тем, как расширяется объем его сердца. После этого он делает выдох, и в этот момент сосуды не успевают сузиться. И если в этот момент пить воду, то процесс сужения сосудов не происходит, так как теплая вода стимулирует движение воды по пищеводу, и пищевод не сокращается, а расширяется. Из-за того, что этим всем управляет одна центральная нервная деятельность, то это дает возможность человеку увеличить сосудистый отток, обманув таким образом то, что называется нашим организмом. Что думаете, его обманывать нельзя, что ли? Можно. Людям я рекомендую использовать вот такой символ. Называется медная кованая чаша. Единственное, что нужно сделать, это взять и фломастером на ободке или в середине написать Гаятри мантру. Ом бурбувах свахата цавитур варыньям баргодывасхия дымахид йоюна прочодаят. Или вот здесь вот попросить ювелира, пусть он здесь награвирует, или в середине. Ом бурбувах сваха. Вот прямо бормашинкой может написать. Ом бурбувах свахата цавитур варыньям баргодывасхия дымахид йоюна прочодаят. Наливается сюда водичка, после этого держится двумя руками. Утром просыпаетесь и первое, что начинаете делать, выпиваете из такой чаши. Здесь в этой чаше есть два рисунка. Первый рисунок называется свастика, которая обозначает материальное благополучие. Вот такая свастика обычно с вот такими штучками обозначает сумасшедшее материальное благополучие. Вот такой символ, который называется дза, обозначает семейный уют и хорошие семейные отношения. Это символ аум, а он обозначает как бы радость, божественную радость, видение счастья в жизни. Одним словом, все, что нужно человеку: радость, деньги и любовь. В середине при этом можно написать мантру Гаятри Ом бурбувах свахата цавитур варыньям баргодывасхия дымахид йоюна прочодаят. Как она переводится? Когда вы читаете перевод Ом бурбувах свахата цавитур, вы читаете перевод набора слов. То есть там каждый имеет свой перевод и так далее. Я хочу вам сказать правильный перевод данной мантры. Буквально это звучит так: пусть свет, который я создаю как Бог, сжигает моих врагов, и пусть в лучах моего света греются те люди, кто меня любит. Красиво? Очень красиво. Поэтому вот теперь вы знаете, как работает данная мантра. Читая данную мантру, Ом бурбувах свахата цавитур варыньям баргодывасхия дымахид йоюна прочодаят, вы фактически произносите: пусть в лучах моего солнца, которое я создаю за счет своей радости, сгорают мои враги и греются те люди, которые меня любят. Вот хорошая мантра, хорошая, пользуйтесь. Такую медную чашу можно приобрести на моем сайте duiko.market. Полезная вещь? Думаю, да. Также можно написать сзади. Еще раз, какие символы здесь изображены. Символ свастика. Мантра символа свастика Ом гам ганапатае намаха. То есть можно такую свастику нарисовать и читать Ом гам ганапатае намаха, Ом гам ганапатае намаха. Дальше. Это символ дза и обозначает хорошие семейные отношения. Мантра ваджасатвы. Ом ваджасатва самая манупалая ваджасатва тена патишта дритами пхава суташьями пхава супашьями пхава нурактами пхава сарваситьями параяца сарвакарма сучами читам шриям курухум хахахаха пагаван сарвататагата ваджима мимунчи ваджиправ маха самая сатва ахумпа. И символ аум обозначает радость вселенскую или вселенское восхищение. Мантра радости ахвах. То есть на нее смотрите и произносите ах. Понятно. Красивая такая чашка. Предлагаю бабахнуть. Кстати, я хотел бы сказать еще несколько слов о том, когда нужно бабахать. Очень...